Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем боковую панель сортировки, которая позволяет нам, во-первых, сортировать, исходя из разных кодировок и задач, наши ячейки шрифта, и вообще, в принципе, сохранять различные этапы поиска в закладке и применять это в других шрифтах. Начнем с самого верха. Верхняя панель состоит у нас из нескольких кнопок и переключателей. Самая первая включает фонд инфо. Это то же самое, что мы получим, если нажмем Ctrl-Alt-F. Тут все достаточно просто. Вот эти несколько кнопок включают и выключают боковые меню и центральное меню. То есть я могу включить и выключить левое меню, могу включить и выключить правое боковое меню, если вдруг мне нужно здесь что-то настроить. Ну и центральное я тоже могу выключить, если вдруг требуется. Но обычно вот я работаю в таком режиме. Следующая кнопка позволяет нам отсортировать, точнее скрыть те глифы, которые не входят в текущую сортировку. И если я сделаю стандартную сортировку, например, вот такую, здесь у меня помимо выбранных ячеек есть еще те, которые, скажем так, есть в шрифте, но не представлены в текущей сортировке. Если, допустим, у меня их очень много, и мне бы хотелось их скрыть, я могу просто нажать на эту кнопку, она скроет все те ячейки, которые не входят в выбранную сортировку. А как я понимаю, что она не входит? Если мы присмотримся сюда, то мы увидим, что ячейки, которые входят в выбранную сортировку, они подсвечены таким легким желтым оттенком, а те, которые не входят, они обычного серого цвета. Если я нажму вот эту кнопку, мы увидим, как у нас пропадают эти глифы. Если я ее включу снова, вот они у нас здесь появились. То есть иногда это удобно, если мы хотим что-то найти. Следующая кнопка с выпадающим меню позволяет нам изменить отображение описания самих ячеек. Например, вот здесь у меня по умолчанию выбрана настройка с отображением самого глифа, то есть не его название, не его там какие-нибудь варианты написания и так далее, а вот именно буква А латинская, это буква А латинская. Но если, допустим, мне это не нужно, например, хочу увидеть номер Unicode или хочу какие-то другие штуки здесь увидеть в верхнем меню, то есть отсортировать как-то иначе, я могу выбрать, например, вот здесь те штуки, которые меня интересуют. Ну, например, вот номер Unicode. Все, теперь у меня все глифы, которые входят или не входят в эту сортировку, которую мы дальше с вами выбираем, они у меня прописаны. Где есть код какой-то Unicode, он отображается. И если у глифа нету Unicode, например, это какой-нибудь необычный глиф, там, скорее всего, ничего не будет. Сейчас пока не могу сказать, это уже не столь важно. В общем, здесь я могу выбрать порядковый номер, например, или, например, если он состоит в каком-то OpenType классе, то здесь будет подписано. Я могу отсортировать его по наличию и присутствию этого глифа в каком-то OpenType классе, либо каком-нибудь. Вот, кстати, можно посмотреть, к какому языку принадлежат, например, выбранные глифы. Например, кириллица, либо латиница. Это удобно, если у вас многоязыковой шрифт. Вот, в общем, ну, с этим, в принципе, понятно, можно вообще это все дело убрать, но обычно у меня стоит либо имя, но это, как видите, достаточно большая такая штука, ее неудобно воспринимать, нужно прям читать, что это за глиф. Если я хочу узнать, что это за глиф, я могу просто нажать на вот любую ячейку и в панели глифа увидеть его полное название, его Unicode, его название, именно описание самого глифа. Поэтому мне это не нужно, я обычно выбираю здесь пункт character, то есть именно, чтобы он показывал мне текущую ячейку в виде настоящего, скажем так, глифа. В следующем пункте мы с вами можем выбрать, как именно отсортировать наш шрифт. Допустим, если я сейчас открою шрифт, в котором очень много глифов, там будет немножко понятнее, как это все выглядит. Я открыл версию проекта, в котором уже очень много глифов, и здесь мы можем с вами по-разному это дело отсортировать. Допустим, обычно здесь можно выбирать различные характеристики, которые нас интересуют, а дальше мы уже можем выбрать, по какому типу это дело все отсортировать. Допустим, если здесь выбран пункт Unicode, то здесь мы можем выбрать под настройку, так сказать, выбранного режима, как именно отсортировать. Например, если меня интересует содержимое только вот кириллического языка, я могу выбрать его, и он мне отсортирует с вот таким желтым подсвеченным цветом ячейки все глифы, которые входят вот в текущую сортировку Unicode. Или, например, можно выбрать здесь язык и по нему сделать сортировку, если, опять же, у вас много разных глифов и много языков. Можем выбрать, например,
свою кодировку или кодировку, которая уже ранее была кем-то сделана. Например, вот какая-нибудь стандартная сортировка Adobe, которая позволяет нам увидеть те глифы, которые в первую очередь должны быть в нашем шрифте. Сюда можно в FontLab загрузить свою кодировку, разметить все глифы в нужном нам порядке. Я, например, сделал это со своими шрифтами Zasker, сделал отдельную группу кодировок, и под каждый шрифт, в зависимости от того, что меня интересует в этом шрифте, то есть что я планирую нарисовать, я сделал сортировку, которая, допустим, включает только латиницу, кириллицу и там немножко каких-то знаков. Все остальное она не включает. То есть если я открою это дело, то в моем шрифте будет, ну, допустим, там около 300 глифов. Так, например, я рисовал шрифт Rare. Но если, допустим, мы возьмем с вами какой-нибудь шрифт с большим количеством глифов, то здесь, конечно, можно уже настроить более детальную такую кодировку, которая включает большую часть расширенной латиницы, большую часть расширенной кириллицы, и все это позволяет вам сделать ровно то, что нужно, чтобы не путаться при создании шрифта, не делать лишнего и сделать ровно то, что нужно. Но о том, как это делать, как делать такую сортировку, мы поговорим как-нибудь в другой раз, скорее всего, вне этого курса, потому что тема долгая, немножко скучная и, ну, явно не для новичка. Вы можете пользоваться стандартными сортировками, которые у нас вот здесь представлены. Но так или иначе, в целом, в будущем вы сможете сделать сортировку под свои нужды. Или, например, я просто выложу вам свои сортировки, свои кодировки точнее, вы их добавите в FontLab и сможете ими пользоваться, потом уже модифицировать. Но так или иначе, в общем, вот эта штука позволяет нам отсортировать по какому-то принципу. А вот следующий пункт позволяет нам уже это дело, в свою очередь, как-то иначе отсортировать именно последовательность в зависимости от того, какое у него, например, название, какой у него Unicode, ширина и так далее. То есть, если мы здесь выбрали энкодинг, то есть зафиксированную сетку расположения наших ячеек, то то, что мы здесь выбираем, никак нам не поможет. Поэтому нам нужно сбросить вот это значение, чтобы здесь не было никакой выбранной кодировки, и тогда уже мы сможем это дело как-то сортировать, исходя из вот этих. То есть, по сути, мы либо пользуемся вот этим, либо пользуемся вот этим пунктом, чтобы можно было задать какой-то определенный порядок. Дальше у нас с вами есть возможность как-то окрасить и пометить наши ячейки каким-то определенным цветом. Ну, то есть мы можем либо сбросить окраску, либо можем задать какой-нибудь цвет в зависимости от того, что нам нужно. Ну, то есть вы сами уже определяетесь, что каждый конкретный цвет означает, и таким образом мы с вами можем пометить, что нужно доработать, что уже готово, как я обычно делаю, это зеленым цветом помечаю и так далее. Если мы нажмем вот сюда, во-первых, мы здесь видим, сколько конкретного цвета существует в нашем шрифте ячеек. Если, например, выберу эту ячейку, я вижу, что всего 18 таких глифов. Без цвета у меня он здесь не показывает, но это мы можем увидеть вот здесь. Если обновим, мы можем увидеть все наши цветовые ячейки и какое количество существует. Вот это указан номер цвета. Это не количество, а именно номер цвета ячейки от 1, скорее всего, до 256. Сейчас мы посмотрим. Если я нажму вот сюда, во-первых, я могу здесь выбрать большее количество цветов. И если нажму вот сюда, теперь я могу уже окрасить ячейку в любой цвет от 1 до 360. Также мы можем с вами окрасить текущий слой, либо все слои. И вот это позволяет нам сохранить это, видимо, вот в этом списке, этот цвет. В общем, штука удобная, часто этим пользуюсь. Итак, у нас с вами есть поле поиска и стрелочка. Для начала с полем поиска разберемся. Здесь на самом деле достаточно просто. Я могу, например, набрать здесь какую-то букву, и он мне отсортирует, если я выберу, например, название ячеек, которые содержат букву И, либо рецепт, который содержит букву И, либо начинается на И. Ну, это, наверное, не самый удачный вариант. Ну, например, вот J. Вот здесь побольше уже предложено вариантов. Он мне предлагает, например, кодировки какие-то, которые содержат в себе японский язык, содержат букву J и так далее. Начинается, либо заканчивается на букву J. Нажимаю сюда, и он мне показывает, сразу отфильтровывая ее здесь, то есть я могу включить и выключить все глифы, которые содержат букву J. Вот здесь, кстати, интересно. Видимо, поэтому он мне и показывал на этапе kernel классов эту букву в составе J. Но это уже, скажем так, в будущем. Я этому буду удивляться, потому что этот урок я записываю после kernel классов. Вот, в общем, на это мы не обращаем внимания, это ошибка. Вот, так или иначе, вот здесь он позволяет нам отсортировать все,
что содержит J, либо как-то связано с буквой J, либо в названии имеет букву J. Но если, допустим, мы все это дело отключим, уберем, то вот здесь, когда я выбираю какой-то глиф, я могу нажать на вот эту стрелочку, и он мне предложит, а по какому принципу сортировать. Например, отсортировать ячейку, точнее показать все ячейки, которые состоят, точнее окрашены в зеленый цвет, либо содержат в себе номер 121 в названии, судя по всему. Например, выберу эту, мы знаем, что у меня их 18 штук, я могу нажать либо вот сюда и увидеть этот номер, и вручную его прописать, либо могу нажать вот сюда, и он мне позволяет подтянуть этот номер сюда, чтобы его отсортировать. Я жму, например, сортировку по цвету 241 и вижу все те ячейки, которые я окрасил в этот фиолетовый или синий цвет. То же самое я могу сделать через выпадающее меню флага, открываю его и могу вот переключаться между этими цветами, которые я здесь выбирал. Но это уже потом. В общем, из этого у нас состоит полностью вот эта ячейка. Ну и вот этот крестик позволяет, судя по всему, закрыть это окно. И после того, как оно у нас пропало, мы можем нажать вот сюда, и оно у нас появится. Это если вдруг у вас его не оказалось. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.